Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это не просто очередной выпуск Picard Travel Show. Во-первых, это 60-й выпуск, а во-вторых, это новогодний выпуск. Ну что, давай вспомним, что у нас было в этом году. Сегодня не просто выпуск, сегодня мы будем подводить итоги 25 года и сделаем в стиле Оскара. Будем определять номинантов, которые нам понравились. Из отелей, которых мы посетили, мы выберем лучших. Ну что, давай начнем? Но прежде чем начать, по традиции поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же, бронируйте бизнес-лаунж. Ссылки в описании, либо просто пишите комментарий, и, может быть, именно вы станете победителем. Давай расскажем, как сегодня будет проходить наше шоу. У нас есть 10 номинаций, каждый определит по своему отелю. Итак, сегодня номинация. Лучший вид из окна, самый комфортный номер, завтрак, ради которого стоит проснуться, лучший бассейн руфтоп, лучшая цена-качество, лучшая локация, лучший сервис и персонал, самый стильный отель, самое большое разочарование года и отель года по версии Picard Travel. Ну что, давайте начнем. Лучший вид из окна. В этом отеле мы открывали шторы чаще, чем холодильник. Каждое утро начиналось не с кофе, а с «Ого, глянь!» Номинация для тех, у кого вид из окна уже достопримечательность. Вспоминая все наши отели, которые побывали в этом году, а их было очень и очень много, мы реально каждый день, каждые 2 дня переезжали. Больше 250 отелей, наверное, мы в этом году сняли, и это прям круто. Ну, по крайней мере, для меня, для Влада, конечно, это опять чемоданы собирать. Я говорю, зачем ты распаковываешь? Ну, Влад хочет чем-то заняться. Не, ну надо достать кроссовки, одежду, тапки, поэтому вот чемодан-то и распаковался. Все. Перейдем к виду из окна. И, на мой взгляд, лучше это будет Ванда отель в Вьетнаме, в Дананге. Реально хороший отель, вид у вас прямо на мост дракона. Ну, в зависимости от того, конечно, какой номер вы выберете. Но в нашем был просто шикарный вид. Речка, дракон, вечером все это светилось, подсвечивалось. Отличный, опять же, руфтоп-бар, где можно посидеть, посмотреть более так обширно, более панорамно. Плюс видно рядом взлеты, посадки самолетов, тоже очень красиво. Я прямо рекомендую этот отель, и особенно, естественно, из-за вида. Да, вид там, конечно, фантастический. На мост дракона, реку Хан. Я остановлюсь на Best Western Premier Marvella Ничанг. Замечательный отель, на первой линии находится. Впереди открывается прекрасный пляж, море и вид на остров с парком развлечений Винперл. Да, не только вид там хороший, но и в кавычках гольф-поле. Там есть симулятор гольфа, где впервые, по крайней мере, я тоже. и ты тоже попробовали поиграть в гольф. Прям зацепило, и в последующий раз, побывав в Сингапуре, мы уже пошли на мини-гольф играть и тестить себя, так сказать, в полях. Ну вот, жду, когда мы до большого поля доберемся. Сам отель очень интересный, просторный, все за ним очень хорошо следят. Номера хорошие, завтраки вкусные, есть 2 ресторана. Да, замечательный прекрасный вид открывается как из номера, панорамное окно и также балкон, руфтоп-бар, также бассейн замечательный. И вообще считаю шикарный отель, в котором можно остановиться как на несколько ночей, так и на все 2 недели отдыха. Что, переходим ко второй нашей номинации «Самый комфортный отель». Здесь мы поняли, кровать важнее экскурсии. Номер настолько комфортный, что выходить из него было физически больно. Если вы ищете место, где можно отдохнуть по-настоящему, эта номинация для него. Отелей с комфортным матрасом у нас в этот раз было побольше, потому что у нас очень много отелей было в этом году и частые переезды. Либо мы уже реально стали экспертами и начинаем забирать отели, те, которых реально спать, ночевать и вообще проводить хорошо время. У меня прям все совпало. Это JW Marriott отель Куала-Лумпур в Малайзии. Я из этого номера не выходил только на завтрак. Так получилось, что я заболел в эти дни, и мне было очень комфортно, все было мягко, хорошо. Несмотря на то, что у нас как бы вида не было из номера, но мне это вообще было не нужно в тот момент. У меня вот прям вот самая комфортная кровать, самый комфортный номер, шикарная ванная комната у нас была. Воду приносили
по запросу каждый раз, правда, долго несли, но все равно приятно, что тебе не надо никуда выходить, а постоянно воду мне носят. А нам еще комплимент принесли, тортик. Помимо номера я все-таки выбрался на завтрак, он как в музее. Ну, а я рядышком отеля выберу, в который мы как раз переехали после JW Marriott. Это Park Royal Collection Куала-Лумпур. Именно в этом отеле мы и побывали. И прям хорошо, тоже все свежее, все новое, отличная косметика. В очередной раз понимаю, что хотите уровень выше отеля, сделайте хорошую косметику. Иногда делают такую дешевую, ну ты думаешь, ну у вас отель там чуть ли не 5 звезд, а у вас косметика прям дешевская. Чуть-чуть доплатите и будет прям шикарные оценки, не только наши, но и гостей, которые у вас живут. Номер просторный, приятный. Есть бассейн, хороший бассейн, вокруг зелень его, в отличие, допустим, от JW Marriott, где-то чуть-чуть пустоватенько. Здесь прям такой небольшой оазис. Есть хороший спортзал, какие-то новые современные тренажеры, есть лаунж, прекрасный вид тоже оттуда открывается из террасы. Завтраки отличные. Да. И переходим к номинации «Завтрак», ради которого стоит проснуться. Вот здесь можешь рассказать про завтрак. Мы будем определять лучшего из лучших, ради чего нам стоило просыпаться и ставить будильники. Хотя я каждый раз просыпаюсь к завтраку, а то и раньше, для того, чтобы вы увидели сочные, красивые кадры еще не заеденной еды, которую иногда очень быстро сметают. Ради этого завтрака как раз мы ставили будильник добровольно на 6, на 7 утра. Шведский стол, который видел больше контента, чем некоторые блогеры. Номинация для отеля, где утро начинается вкусно и заканчивается... надеюсь, не заканчивается перееданием. Это просто когда вы первый раз летите в какую-нибудь Турцию, Египет, в другой отель, где завтрак шведский стол довольно зачастую переедаешь. Помню мои первые, так сказать, поездки, я тоже наедался до отвала. Как говорится, надо окупить всю поездку, наевшись. Ну что, у меня пути к отелю Nha Trang во Вьетнаме, это, конечно, заслуженный завтрак. Вообще заслуженный отель, я бы сказал. Он открылся не так давно. Мы там прекрасно провели одну ночь. Завтрак там волшебный. Один день точно не управитесь, там минимум на 3 дня, а то лучше на неделю или на 2 ехать. Там морепродукты, и креветки, и роллы, и суши, и на завтраке это прям дополнительный просто плюс. А тут еще рыбка, а рыбка это у нас 2 плюса, как вы знаете, в нашем рейтинге, поэтому дополнительные баллы отель получает. Реально завтрак офигенно крутой, есть и ужины, здесь вы можете еще заказать кукинг-шоу от шеф-повара, и реально перед вами там не фаер и все что угодно будут кидать, и резать, бросать. Прям стоит сходить. Отель сам новый, хороший, входит в топ-100 отелей Азии, насколько я помню. Очень много наград. Отель реально бутиковый такой, немного номеров. Групп почти здесь нету. Здесь именно останавливаются индивидуально, сами бронируют. Разные категории номеров удалось снять, и вы можете посмотреть в нашем видеообзоре. И отель на 10 баллов, и также завтрак, который мы сейчас номинировали, тоже на 10 баллов. А я поставлю Hilton Da Nang во Вьетнаме. Реально рыбка есть, а для меня это уже следующий уровень после сыра и бекона. Здесь очень большое разнообразие сыров было. Очень-очень здорово, и мне понравилось. Затем сам отель. Номер просторный, удобный был, большой вид у нас был на реку. Ванная была, то, что можно было покупаться. Есть спортзал, есть спа, но бассейн такой. Вот тут прямо упущение, наверное, в отеле. Он небольшой и находится где-то так на задворках. А в целом прям хорошо. Да, отель, конечно, заслуживает свои оценки. Несмотря на то, что он уже не новый, но видно, что Hilton следит за своим отелем. Завтрак я ходил 2, иногда 3 раза в день на завтрак. 3 раза за утро. Из одного дня, когда мы там жили, Влад успел 3 раза сходить. Офигеть. Конечно, там разнообразие тоже поражает. За один день не управитесь. Поэтому рекомендуем этот отель проживания в Дананге, в том числе и за завтраком. И номинируем мы лучший бассейн Rooftop. Бассейн, в котором мы плавали, снимали, зависали и забывали, зачем вообще приехали в этот город. Когда Rooftop важнее номера, это он.
Настоящий герой сторис и рилсов. Я в этой номинации остаюсь в Дананге и беру Hilton, но в этот раз Hilton Garden Inn. Это новый отель, построенный буквально год назад, введен в эксплуатацию, и это просто шикарный вид из бассейна на крыше. У вас Infinity бассейн, перед вами море, и это просто фантастически. Правда, искупаться, конечно, я искупался, но в день, когда мы там были, там был тайфун, и бассейн прикрыли. Завтраки тоже в этом отеле отличные. Конечно, чуть-чуть поскромнее, чем просто в Хилтоне, но того стоит. Номера отличные, вид на море у вас, и все номера в этом отеле идут с видом на море, поэтому вы не ошибетесь. Есть небольшой балкон, где можно наслаждаться прекрасным видом. Мягкая кровать, удобная, чистая. Плюс они сейчас должны были ввести сауну в эксплуатацию. И было бы вообще прекрасно. И на самом верху у вас находится спортзал, где вы можете заниматься и смотреть почти 360 градусов вокруг себя, море, город и кайфовать. Здесь все замечательно, начиная от лобби прекрасного, номеров, шикарный руфтоп бассейн. Вид открывается фантастический на море, на пляж и вообще на прекрасный вид. Я бы здесь тоже бы остановился. И переходим мы к номинации «Лучшая цена-качество». Мы заехали с мыслями, ну, за эти деньги нормально. А выехали с вопросом, а что, так можно было? Это номинация для того отеля, который дал больше, чем мы ожидали. Я, наверное, останусь во Вьетнаме. Адамас бутик отель Ничанг. И это реально хороший отель за свои деньги. К тому же он новый, чистый, свежий. Опять же, тоже есть бассейн на крыше. И открывается оттуда хороший вид на море. Есть сауна, есть хамам, где вы также можете насладиться времяпрепровождением. И вот за счет вот этих каких-то небольших фишечек отель реально больше дает, чем ты ожидаешь. Так и есть фантастический отель, он свежий, мы наблюдали его строительство и открытие и заселились в числе первых. Номер у нас был фантастический, с панорамным окном, открывается замечательный вид на море. Вообще за отель шикарный, там и руфтоп бассейн замечательный, расположение у него прям в центральной части города, рядом с пляжем, рядом с торговым центром Винком Плаза, то есть и замечательная цена от $25-30, вообще шикарно за такой отель, расположение, да. Завтрак. Естественно, смотрите на нашем сайте, ну и в нашем приложении. Также не забывайте, что 3 января мы разыграем проживание в отеле. Чем больше бронирований, авиабилетов, отелей, экскурсий, тем больше шансов выиграть проживание в отеле. Я остановлюсь на Phuong Luxury Da Nang в Вьетнаме. Тоже замечательный отель, открылся в марте 2025 года, и мы тоже были через несколько месяцев после открытия. Отель свежий, новый, прекрасный вид открывается на пляж, на море, шикарный завтрак был и руфтоп бассейн вместе со спортзалом. Также есть небольшой руфтоп бар, где можно замечательно провести время, насладиться. Есть как открытая часть, так и закрытая. Очень крутая фишка, которую я впервые увидел в этом отеле. В Best West мы увидели симулятор гольфа, а здесь я увидел соляную комнату. Ну что, пришлось идти тестировать, и реально скажу, хорошая вещь. Обязательно сходите, порелаксируйте, полежите на крупных кусочках каменной соли. Есть хороший спа-комплекс, есть и массажные, есть и сауны, и хамамы, поэтому реально стоит заглянуть туда и остановиться. Плюс отличный вид, первая береговая линия, и прям классно. Да, и прекрасная цена от $50, вообще замечательно для такого отеля, я считаю. Мягкие постельное белье, все свежее, все новое, поскольку отель открылся только в апреле 2025 года. Мы хотели прям первые туда заселиться, но у нас уже был самолет. И следующая наша номинация «Лучшая локация». Здесь мы выходили из отеля и уже были там, где надо. Без такси, пересадок и фразы «ну давай пешком» всего 40 минут. Лучшая локация, которая экономит не только деньги, ну иногда не экономит, но главное экономит нервы. И время. В Сингапуре довольно проблематично, так скажем, найти хороший отель по хорошей цене, да еще хорошим метражом. Ну, смотри, по локации здесь, конечно, ошибиться довольно сложно, но можно в Сингапуре, потому что город все равно как бы и небольшой, добираться на такси можно, но есть какие-то такие отдаленные районы, как вспомнишь иногда улицу Красных Фонарей, так испугаешься, где ты находишься. Ну, прям не в Сингапуре. У тебя поездка на такси будет $40-50 стоить.
Поэтому лучше эти деньги доплатить до хорошей локации. Здесь мы реально в Сингапуре нашли хороший вариант. И этот вариант — отель Мирочор Сингапур. А находится он рядом с выходом со станции метро, буквально дорогу перейти, и вы уже в отеле. Добраться можно как и пешочком прогуляться, там буквально полчасика до центра, и также на метро доехать из аэропорта в аэропорт, и также по всему городу, потому что метрополитен, общественный транспорт очень хорошо развит в Сингапуре и работает буквально как в часы. Можно открыть Google карты, и вы увидите, где находится ваш автобус. Минималистичные номера, буквально 14 квадратных метров. Отель свежий, новый, поэтому все чистенько, все свеженько. Постельное белье, полотенце, номер, никаких запахов. Окна, единственное, не открываются, но кондиционер работает очень хорошо. И есть бассейн, есть спортзал. Бассейн побольше такой, хороший, нормальный размер. Спортзал, конечно, чуть-чуть минималистичный, но, в принципе, тренажеры все есть, которые вам нужны будут. Завтраки есть, но, к сожалению, не удалось оценить, потому что мы улетали. Так бы с удовольствием, может быть, следующий приезд, как-нибудь зайдем туда, посмотрим и опубликуем в нашем телеграме пост о том, какие там завтраки. Где? Телеграм, вот здесь Телеграм, сканируйте и обязательно подписывайтесь. Выкладываем свои комментарии, наблюдения, и, естественно, и промокоды, которые дают хорошие скидки, а также спецпредложения, которые Влад старается, если не забывает, выкладывать. Так и есть. Тебе какой отель по лучшей локации в этом году был? Мне очень понравился из всех, где мы были, прям центральная хорошая точка, это Wing Icon Hotel Danang Riverside. Хороший вид на дракона, отличный вверху руфтоп с баром, бассейн. Есть просто шикарный фитнес-клуб, спортзал, даже есть грибной тренажер. Поэтому прям классно. То есть номера маленькие, но опять же, доплатите чуть побольше, будет большой семейный хороший номер. Чуть побольше, конечно, чем в Сингапуре, не 14 квадратов 18, наверное, может быть по 20. Да, там да. 20. Эргономично все сделано, хорошо. Вид есть как на реку, так есть и на город, и там где-то видно дальше море уже. Поэтому прям отличная локация, везде удобно добраться. Такси во Вьетнаме довольно дешевое, прям отлично. Абсолютно соглашусь, отельчик, что надо в Дананге. И наша номинация «Лучший сервис и персонал». В этом отеле нас не просто заселили, нас поняли. Улыбки были искренними, просьбы выполнялись быстро, а проблемы решались без драмы. Номинация для людей, которые делают настоящий сервис. Я остаюсь во Вьетнаме. А почему? Потому что мы очень много времени провели в прошлом году, точнее в этом еще году, в 25-м, во Вьетнаме, и мы отправляемся в Хайан, где мы посетили и побывали в отеле Happy Life Memory Hoi An Hotel and Spa. Спа только при нас открыли, хороший массажный кабинет с разными услугами, поэтому можете тоже воспользоваться. Бассейн чистый, до моря чуть-чуть далековато, но замечательно организуют трассеры и дают еще проход в Beach Club, где вы можете потусить в большой компании, в котором очень много молодежи, и не только молодежи, пляжем, с бассейном, с барами, с музыкой, прям отлично. Сам отель очень классный, за нами очень так присматривали, любя, заботясь и создавая реально комфорт и уют, спрашивали, все ли хорошо, интересовались, это было прям приятненько. Да, отель, конечно, поразил. Началось с того, что нас сразу пригласили на завтрак, еще не заселившись в этот отель. А так мы попробовали и завтрак, и обед, и ужин. И я скажу, что было все на уровне, все было качественно и вкусно. Прям отлично. То есть за старание, за упорство, за стремление я прям рекомендую этот отель. Классный, удобный, все свежее, все новое. А я остановлюсь на Mercure Kuala Lumpur Show Parade. Отель прекрасный, заходите и оказываетесь в библиотеке. Лобби напоминает прям такую уютную семейную библиотеку. Вас встречает персонал. Нам попался русскоговорящий сотрудник, который прелестно нас заселил буквально сразу же, хотя мы приехали раньше времени заселения. Отель прекрасно удивил, приятные номера. Можно воспользоваться мини-баром бесплатно. И вообще приятно было находиться, начиная от приятных комфортных номеров, заканчивая руфтоп-бассейном в том числе. Тоже завтрак был шикарный, не скажу, что прям музей, но выбора большого
большой, это как раз не про тот отель, где нету выбора на завтраке и был скучный. Там прям аппетит разыгрывается. Зато у тебя большой выбор есть в мини-баре, в зависимости от категории номера. Я прям офигел. Есть в простеньких номерах там небольшой выбор, а вот в которых крутых номерах ты открываешь, у тебя там просто глаза разбегаются от того ассортимента, который вы можете воспользоваться. Причем мини-бар пополняется, как сказали, каждый день. У меня прям улыбка еще больше для тех, кто там установится. Это будет реально классная вещь, и вы можете наслаждаться какими-то снеками, набитками в течение всего отпуска. И знать, что за мини-бар вам не придется платить. Абсолютно соглашусь. И наша следующая номинация — самый стильный отель 2025 года. Отель, где хочется фотографировать даже розетки. Каждый угол как готовая обложка для видео. Стиль, вайб и ощущение, что ты попал в настоящий Pinterest. Но за реальные деньги. Я здесь выберу, наверное, Wing Da Nang Center. Это, такой сказать, брат-близнец Riverside, который находится буквально напротив. Оба отеля стильные, но раз мы тут уже поставили номинацию, думаю, надо поставить и другой тоже. Все красиво. Кстати, в отеле можно быть с животными. Кто не знал, прям очень классная вещь. Заранее пишите, что у вас будет животное, и прям классно. По крайней мере, у них фоточки везде с собачками есть. Завтраки здесь тоже отличные. Здесь лобби на 19 этаже, откуда открывается шикарный вид. Тоже можно посмотреть на мост дракона, но, к сожалению, с его задней стороны. Номера классные, минималистичные, но того стоит. И расположение в отеле очень удачно. Он находится прям в самом центре Дананга. До моря, конечно, далековато, но в высокий сезон у вас есть шаттл-бас, который довезет вас до пляжа. Абсолютно согласен, отель шикарный и прекрасный дизайн, очень модный и стильный. А я в этой номинации поставлю Red Radisson Da Nang, тоже во Вьетнаме. Отель свежий, открылся буквально в 2024 году. Вас бык встречает, Робби. И бык, да, встречает в лобби. И вообще отель такой стилизован прям. А еще встречает попкорн, который создает дополнительную атмосферу для тех, кто хочет перекусить с дороги. Номера есть нескольких категорий. Одни с видом на море, другие с видом на город. Мы жили как раз с видом на город, но тоже прекрасный вид. Есть бассейн, тоже замечательный. Было, правда, прохладненько, но мы все-таки искупались в сауне и влажной сауне, то есть в хамаме. И не только полежать в джакузи, которая там тоже есть. Правда, хамам и сауна прям минималистичные на одного, на двух человек, но зато приватность. Также поднимаетесь выше и оказываетесь в руфтоп-баре, откуда тоже открывается прекрасный вид, как из открытой части на море, на пляж, закрытой части открывается на центр города. И буквально перейти дорогу, вы оказываетесь на пляже и можете спокойно купаться в море. Тут тоже локация вообще, я считаю, замечательная, несмотря на то, что отель находится в немногом отдалении, как от основной части города центральной, так и от туристической, но всегда можно добраться как на такси и полчаса буквально пешочком прогуляться. Здесь не забывайте заказать пиццу 4 сыра. Самая лучшая пицца, на мой взгляд, из всех тех, которые я пробовал в Дананге. Реально классная, сочная, сырная, главная пицца. И это классно. И по очень хорошей довольно цене. Ну и завтраки неплохие. Точнее, хорошие, что неплохие-то говорить. Отлично. Хорошие завтраки, которые... Да, рыбки не было, но сыр есть, бекон есть и галочка ставим. И приближаемся мы к номинации «Самое большое разочарование года». Мы ожидали вау, получили, ну ладно. Самая честная номинация года за несбывшиеся надежды и красивые фотографии на сайте. Ну там просто... Ну, это, конечно, не логикалис. Это как в прошлом году. Ремонт сделан, а вот уборка тут очень страдает. Акваотель and Spa, Ничанг, Вьетнам. Здесь на первом этаже вас встречает массажный салон, то есть мнут ножки. Здесь было очень страшно, когда ты заселяешься и видишь первый номер с пятнами, разглаженным бельем, второй номер с разглаженным бельем и третий тоже с такой же. Ты говоришь: ребят, а можно просто поменять, а не переселять нас из номера в номер? Давайте почистим. И когда приходит уборщица и начинает что-то шумить, возникать, типа я тут перестилала, я вижу, как перестила, когда ты открываешь постельное белье, одеяло, и внизу там волосы, грязь с ног, но как-то плохо, видимо, ты здесь убирала. Могла бы для приличия тогда это все убрать, чтобы говорить. В таком случае, раз сопротивляешься
справляется, надо включить Лену Летучую, и мы просто устроили генеральную уборку в номере. Я раздвинул все кровати, показалось какой-нибудь там вот столько пыли, всякие заколки, чехлы от телефонов, бумажки, посадочные билеты, ну и так далее, так далее, так далее. Поэтому уборку нам сделали нормально, хорошо. Я следил, бдил, чтобы хорошо убрали. Постельное поменяли, полотенце поменяли, и вроде как окей стало. Да, это отель из серии «Отель». Я бы не знал, что это отель. Вывеска находится очень скромно. Да, там есть ресепшн в массажном салоне, даже есть вывеска внутри, но можно ходить и не найти этот отель с первого раза. Хотя сам отель вроде ничего, отремонтирован, все сделано, но вот уборка здесь реально очень-очень страдает. А руководству надо на это обратить внимание. Абсолютно верно. А я вот думал, смотрел. Был один вариант у нас с животными в этом году, но мы в этом отеле не ночевали. А я все-таки поставлю отель Fairy Town Dalat во Вьетнаме. Отель с безумно красивыми фотографиями, с таким замком гномиков, домиков гномиков. Но по факту, особенно в нашем номере, находиться было, такое себе удовольствие. Можно было, максимум, как мы жили одну ночь, и то таким под большим вопросом. Ну да, для галочки место снять и выехать. Начнем с того, что в Далате довольно прохладно ночью, буквально там 15, иногда 10 градусов. И еще плюс влажно очень. Там всю ночь работает осушитель воздуха, и ночью периодически надо вставать и выливать воду, потому что она очень быстро набирается, так как вот довольно влажно, и осушитель работает довольно хорошо. Первое — это войти в номер. У нас был номер с такой очень низкой полукруглой дверью. Ванна была тоже не с высоким потолком, и все было такое прям супер минималистичное. Одна розетка у подушки, и в принципе так находиться, да, ни бассейна, ни спортзала, конечно, ничего нету. Ожидание — реальность. Может быть, если у нас была бы немножко другая категория номера, был бы другой результат, но здесь мы как бронировали, так мы и жили. По фотографиям, по отзывам, как прийти пофотографироваться без пребывания и ночевки. Поэтому в Далате, я считаю, можно найти, вот мы видели более красивые отели, и у нас был тоже замечательный отель с видом как раз на лес, там на поля. На горы. Да. И бывает на кофейные плантации, на клубничные плантации, то есть там выбор предостаточный. Ну что, переходим к нашей главной номинации «Отель года» по версии Picard Travel. Это номинация для отеля, где все сложилось. Мы не ругались, не переезжали и даже не говорили фразу на одну ночь сойдет. Здесь было так хорошо, что мы остались дольше, чем планировали. Именно такой должен быть отель года по версии Picard Travel. И здесь вот реально мы задержались дольше, чем мы планировали. Это Palm Garden Beach Resort and Spa. Haiyan вас встречает лаунж, лобби, где вы можете посидеть, пока у вас номер готовится, либо у вас раннее отправление, либо ранний приезд. Вы можете посидеть, попить чай, кофе, напитки разнообразные, фрукты поесть, десерты какие-то. Прям очень и очень приятно. Дальше у вас номера разной категории. В общем корпусе есть отдельные такие небольшие виллы на 4 номера, и отдельно стоящие виллы тоже имеются. Есть теннисный корт, который сейчас в стадии реновации, но должны были уже закончить, поэтому если вы игрок большого тенниса, можете смело брать с собой ракетку и играть. Есть прекрасный большой бассейн, есть пляж, есть рестораны, есть небольшой бар на берегу также, где вы можете заказывать напитки и сидеть на лежаках, смотреть на море и наслаждаться. Каждый день вы можете устроить себе новый экспириенс. Либо фонарики, как Влад, собрать, либо съездить на велопрогулку и посмотреть, либо устроить кукинг-класс, и вам повар расскажет, как готовить то или иное блюдо. Да, это как раз тот отель, где можно задержаться на одну неделю и принять участие в разных развлечениях. Отель с прекраснейшей территорией находится в тихой зоне Хайяна, на набережной, прекрасный чистый пляж, и вообще можно изучать отель несколько дней, ходить по зонам, где есть Хамам, сауна, джакузи, самам тоже
Ты же сам туда, и сам это. Поэтому здесь я тоже бы задержался. По хамаму один из лучших хамамов вообще, которых я бывал, прям классно. И шикарный завтрак тоже, как в музее. Ни один день мне вот 2 дней не хватило, чтобы все перепробовать. Ну, он еще, во-первых, каждый день и новый что-то добавляется, меняется, поэтому прям классно. Есть также кукинг-шоу от шеф-повара, который готовит перед вами на горящей большой сковороде. Вы наслаждаетесь прекрасной работой другого человека, а сами релаксируете. Да, там есть как раз вот японский ресторан, где происходит это кукинг-шоу. Есть основной ресторан, есть бар, есть еще бар на пляже. То есть локаций довольно много, где можно приятно, вкусно, с пользой провести время. А по поводу лаунжа я, конечно, там зависал буквально 2 или 3 раза в день, обязательно заходил. Свой вариант? Конечно же, это Intercontinental Resort Паттайя в Таиланде. Отель довольно старенький, хорошо содержит свои отели, и здесь было прям комфортно. Этот резорт находится на склоне холма. Потрудиться надо это походить по лестницам, но въезд, заезд и выезд происходит через гольф-кары, то есть вам с комфортом вас доставят номер с вашим багажом и также заберут оттуда. Но если вы хотите, вас и гольф-кар будет возить на самом деле по территории, звоните на ресепшн, говорите, пришлите кар, он приезжает и вас везет куда надо. Поэтому не проблема вообще передвижения по территории отеля. Есть несколько бассейнов, больших бассейнов, очень удобно. Есть пляж, собственный, так сказать, приватный есть пляж у 2 вилл, которые находятся на берегу, так что к вам вообще там вас никто не побеспокоит, и вы будете релаксировать. Но, к сожалению, покупаться, конечно, в море я не думаю, что удастся, поскольку но не очень хорошие, да, там камни, а вот полежать, позагорать, песочек есть, привезли, все обустроили, прям классно. Офигенно крутой, опять же, завтрак, тоже можно было бы его внести, лучшие завтраки, рыбка есть, бекон есть, сыр есть, выбор есть разнообразный. Есть небольшой спортзал, а вот в спортзале, кстати, есть яблочки, водичка, то есть вы можете тоже после тренировки добавить себе витаминчиков и подкрепиться. А есть спа, есть детская комната. Мы жили в общем корпусе, а есть уже отдельные корпуса, так скажем, виллы, там, соответственно, и вид на море есть, и вид на бассейн есть, то есть уже выбор на ваш вкус и бюджет. И также в некоторых номерах, вот в частности в этих виллах, можно забронировать номер с лаунжем, где у вас, соответственно, будет отдельно проходить завтрак, и отдельно вы можете получать напитки и закуски. А так отель на 10 баллов провести там от 1 ночи до недели, 2 недель, прям самое то. Находится, правда, он такой не в пешей доступности, но всегда-то рядом есть таксисты, можно и вызвать такси. А да и пешочком буквально 30 минут, и вы уже на Walking Street в центре Паттайи. Это был наш 2025 год, наши отели и наши честные впечатления. Спасибо, что путешествуете с Picard Travel. Не забывайте, что отели мы бронируем на нашем сайте и в нашем приложении. Также делайте и вы, чтобы принимать участие в нашем новогоднем розыгрыше. С этого дня мы будем проводить ежегодный розыгрыш проживания в отеле, поэтому чем больше бронирований у вас будет за год, тем больше шансов выиграть в следующем году проживание в отеле. Ну что, это был наш новогодний спец, так сказать, выпуск. Мы всем раздали номинации и надеюсь, вам они понравились. Если нет, вы хотите в какую-то номинацию разместить свой отель, обязательно напишите комментарий. Помимо того, что он примет участие в розыгрыше прохода в бизнес-лаунж, вы поделитесь своими впечатлениями. Почему, обязательно напишите, вам понравился ваш отель, чем он заслуживает попадания в ту или иную номинацию. И, может быть, мы еще добавим номинации зрительских симпатий, поэтому обязательно пишите и участвуйте. Ну что, увидимся уже в следующем 2026 году. С наступающим Новым годом! Поздравляем! И 3 числа обязательно включайте эфир, и мы будем вести прямую трансляцию, где разыграем проживание в отеле. Я думаю, что-нибудь еще придумаем интересного для того, чтобы трансляция была какая-то незабываемая. Пишите, куда нам стоит скататься, что нам стоит посетить. И, может быть, мы внесем и в наш график съемок ваш отель, который вы напишете. Ну что, всем пока. Увидимся. Пока-пока.